Разработка крупнокалиберных истребителей, танков и штурмовых орудий была приостановлена после прекращения работ над объектом 704. Но идеи создания чего-то тяжело бронированного и тяжело вооруженного никуда не делись. В 1953 году началась разработка проекта по созданию машины, на которую можно было бы установить другое крупнокалиберное орудие. Было рассмотрено 5 вариантов компоновки. В итоге в августе 1953-го было решено использовать конструкцию с отделением управления впереди, боевым посередине и моторно-трансмиссионным отделением сзади. Экипаж должен был состоять из 5 человек и впоследствии сократиться до 4 при введении автоматической системы заряжания. Примерно в то же время на заводе в Перми велась разработка новой 152 мм пушки М-64. Она выпускала бронебойный снаряд со скоростью 700 метров в секунду. Неплохо. Было решено установить пушку М-64 на шасси Т-10, выпускавшейся в Ленинграде. Получившаяся машина стала называться САУ-152 или Объект-268. В общем, вся моя речь — это длинный и запутанный способ сказать, что сегодня мы посмотрим на Объект-268, который стоит позади меня. Как и можно было ожидать, впереди это большая бронированная рубка на шасси Т-10. Броня толщиной 120 мм в передней части корпуса расположена под углом в 60 градусов. Толщина брони в верхней части рубки около 187 мм под углом 20 градусов. Слева от маски орудия небольшая часть практически вертикальной брони. В ней есть небольшая амбразура для прицела. Я измерил ее рулеткой. Оказалось, что она размером всего лишь 11-12 сантиметров. Уязвимое место, но совсем небольшое. Я бы не особо волновался по этому поводу. Традиционный щучий нос, характерный для советских тяжелых танков того времени. Также здесь установлены брызговики. На русском это называлось «ловить дельфинов». Когда машина въезжает в воду, поднимаются брызги, из-за которых мехвод становится мокрым и недовольным. В то время резиновые уплотнители вокруг люка мехвода еще не устанавливались. Но по личному опыту замечу, даже если они есть, как в Абрамсе, это вовсе не значит, что они работают. Также в передней левой части корпуса установлены фара и клаксон. В задней части крыльев находятся горловины топливных баков. 3 внутренних топливных бака, 2 объемом 185 литров и 1 объемом 90 литров. 185-литровые баки расположены за отделением экипажа. Грязевые щитки поднимаются вверх, но для этого сначала придется отсоединить брызговик, а потом открутить болт сбоку. По буксировочному крюку с каждой стороны. Вот и все. У подвески советских тяжелых танков и САУ прослеживаются характерные черты. Традиционные стальные катки и ленивцы. Отличные широкие гусеницы с однопальцевыми траками. Шаг гусеницы довольно короткий, гусеницы соединены обычным зажимом. Заглянем внутрь. Метод натяжения гусениц типичный. Большая винтовая система, нужно просто повернуть винт налево или направо. Торсионная подвеска. Амортизаторы на 1-м, 2-м и 7-м катках. Для каждого опорного рычага установлен отбойник в виде спиральной пружины. Форма корпуса. Плоское днище толщиной около 16 мм, затем бронелисты поднимаются вверх и наружу и соединяются примерно там, где находится крепление торсионов. Поэтому там также находится бронелист толщиной 60 мм. Он расположен вертикально, а в верхней части изгибается наружу и соединяется с верхней частью борта. Двигаемся вдоль корпуса. Большая бронированная рубка, бортовая броня толщиной 100 мм под углом 20 градусов. Ниже расположены встроенные ящики для инструментов. А теперь позвольте мне представить вам самую важную деталь любого советского танка. Это ключ от танка. С одной стороны у него 4-гранная головка, а с другой Т-образная. Им можно открыть все, от бортовых ящиков до крышек топливных баков. Этим концом ключа можно открывать люки экипажа и поднимать более тяжелые, например, люки моторного отделения. Выдавалось по 2 ключа на машину. Если вы их потеряли, то у вас серьезные неприятности. Открыв ящики, вы можете увидеть, под каким углом к борту расположена бортовая броня. Это обеспечивало дополнительную защиту, но при этом приходилось жертвовать внутренним пространством. И пока я здесь,
Я хочу разрешить один старый спор. Постоянно возникает вопрос, одинаковой ли высоты корпуса объекта 268 и Т-10 и С-8. У меня с собой есть рулетка, так что я измерю высоту от крыши до земли. Кладем конец на пол. Вот так. Измеряем. И получается около... Буксировочный трос немного мешает. Получается 147-148 сантиметров. Запомните эти цифры, мы к ним вернемся через минуту. По чистой случайности, в кубинке прямо напротив объекта 268 стоит Т-10М. World of Tanks — это ИС-8. И если измерить высоту в том же месте, прямо перед двигателем, получается 152-153 сантиметра. Одна из причин, почему корпус здесь выглядит по-другому, это бронелист, который на Т-10 чуть больше и выступает за крышу корпуса. Вот почему корпуса выглядят немного разными. Вопрос решен. Теперь вернемся к 268-му объекту. К счастью, эта машина находится в рабочем состоянии. На ней ездили пару недель назад, а болты на место потом не прикрутили. Так что все 15 болтов выкручены, поэтому мы с легкостью можем открыть панель в задней части корпуса. Она подпружинена, поэтому открывать ее несложно. Мне помогает один из операторов. Вот так. Можно хорошо рассмотреть трансмиссию и систему управления, а также два больших тормоза с каждой стороны. Один используется для поворота, а второй непосредственно для торможения. Во всяком случае, обычно они работают так. Здесь нет тормозов фрикциона, при повороте мощность передается на внутреннюю гусеницу. Так что поворот не зависит только от тормоза, но он помогает управлять машиной. С обеих сторон отделения под плафонами установлены лампы, чтобы проводить обслуживание в темное время суток. О правилах светомаскировки беспокоиться не стоит, потому что вряд ли кто-то станет проводить обслуживание, если противник поблизости. С лампами намного удобнее. Уверен, что механики разделяли мое мнение. Здесь не так много места. Отделение довольно компактное. Вообще, оно и должно быть таким. Весьма любопытно. Не каждый день удается так просто заглянуть внутрь советской техники, хотя бы потому, что обычно приходится откручивать кучу болтов. Это мы удачно зашли. Задняя часть корпуса очень похожа на корму Т-10, что неудивительно. Люков доступа к внутренним механизмам нет ни снизу, ни сверху. Так что если вы хотите добраться до трансмиссии, системы управления, тормозов и так далее, то вам придется открутить все 15 болтов и откинуть крышку. Здесь устанавливались бочки примерно вот такого размера. Они нужны для генераторов дымовой завесы. Топливные баки полустационарные. Объем баков с обеих сторон составляет примерно 150 литров. Их можно снять, вытащив пару быстросъемных штифтов и отсоединить от топливопроводов. Но вообще их практически никогда не снимают. Из других деталей здесь еще есть два буксировочных крюка и места крепления запасных траков. Вот и все. Теперь посмотрим на моторное отделение. Моторное отделение почти такое же, как у Т-10, Т-10М. Взгляд сразу же падает на крепление для всем известного и всеми любимого бревна. Лючки для заливки смазочных материалов, охлаждающей жидкости и различных масел. Также можно открыть один из люков здесь, чтобы залить моторное и трансмиссионное масла, а также обслужить стартер. Под другим большим люком моторно-трансмиссионного отделения находится сам двигатель. Люк можно легко открыть. Насчет легко, это, конечно, как посмотреть. Здесь установлен двигатель V12.5. Это 12-цилиндровый дизель мощностью 700 лошадиных сил при 2100 оборотах в минуту. Этого достаточно, чтобы разогнать эту 50-тонную машину до неплохой скорости 48 км в час. Большой бак для охлаждения жидкости. Много кабелей. В общем-то и все.
Толщина задней стенки рубки 50 мм. Конкретно это предсерийная машина. Конструкторы собирались оставить заднюю стенку на болтах, а не заваривать ее, чтобы было легче попасть в рубку. Например, чтобы установить другое орудие для проведения испытаний. Больше здесь рассказать не о чем. Движемся вперед. На крыше рубки не так много деталей, но есть несколько интересных особенностей. Во-первых, это командирский люк с вмонтированным в него дальномером. Это первая советская машина, на которой устанавливался дальномер. С каждой стороны установлена по линзе. Одна из линз зафиксирована, а вторая вращается. Так что расстояние до цели определяется с помощью системы триангуляции. По расчетам, первый снаряд должен был поражать цель высотой 2 метра на расстоянии 900 метров. Во время испытаний на люк заряжающего установили крепление для пулемета КПВТ калибра 14,5 мм. Люк поворачивается с помощью рукоятки. С установленным пулеметом вращать люк было довольно тяжело. А без пулемета люк можно было при необходимости повернуть вручную. С левой стороны находится третий люк, люк наводчика. Отсюда также открывается великолепный вид на большое 152-мм орудие с двухкамерным дульным тормозом и эжектором. Так что объект 268 был еще и первой советской машиной с эжектором. Я здесь сижу, смотрю вперед и представляю, как я еду по открытому полю, круша все на своем пути. Это одна из тех машин, при езде на которой получаешь настоящее удовольствие. Она дает почувствовать, что ты самый крутой на планете. Думаю, тут дело в психологии. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю экскурсию, а в следующий раз заберемся внутрь.